Это сражение за будущее цивилизации. Если свобода слова не выживет даже в Америке, тогда впереди останется только тирания. Пост с таким посланием опубликовал в Твиттере на этой неделе Илон Маск. Миллиардер выступил против онлайн-цензуры в США и заявил, что скоро обнародуют документы, свидетельствующие о подавлении свободы слова. Это «Развод», в студии Светлана Смык. Здравствуйте. Если Маск действительно взял курс на свободу слова в Твиттере, то, понятное дело, он волен трактовать понятия в собственном стиле. Впрочем, как и определять его грани. К слову, весной скандально известная соцсеть показала истинное лицо и решила добавлять специальные ярлыки на аккаунты белорусских государственных СМИ, а также ограничивать охват их аудитории, чтобы, цитата, «лучше отображать достоверную информацию об Украине». Кстати, о незалежной. Стоит лишь пройтись по верхам, как сразу становится понятно, ни о какой свободе слова и журналистской деятельности в Украине в принципе речи не идет. Сплошь и рядом давление. Пачками запрещаются печатные издания, мгновенно закрываются неугодные Зеленскому каналы. В большей степени это касается тех, кто якобы запятнал себя в пророссийской повестке. Одними из первых еще задолго до специальной военной операции предали анафеме журналистов, которые призывали помириться с Донбассом и перестать ущемлять русскоязычных граждан. Теперь и вовсе в Киеве с катушек слетели. Резня в Буче, ракеты в Краматорске, бомбардировка роддома в Мариуполе. Сотни сообщений с непроверенной информацией каждый день слетают с новостных полос украинских и ведущих западных СМИ. И никто даже не собирается публиковать опровержение и извиняться, когда выясняется, материал – откровенная ложь. Потому что обвинять во всех грехах Россию – норма. Зато как только речь заходит о зверствах ВСУ, редакции, потупив взгляд, скромно оправдываются. Мы не можем публиковать непроверенную информацию. Необходимо более детальное расследование. Или вовсе в ответ тишина. В завершение хотелось бы напомнить. Джулиан Ассанж – негласный символ журналистской свободы слова, человек, который провел колоссальную работу по разоблачению военных преступлений, совершенных в ходе операций США в Афганистане и Ираке, сегодня находится в тюрьме. Ему грозит 175 лет лишения свободы. И это тоже свобода слова по-западному.